Дело Алабамы. Дело Алабамы представляло собой серию требований, претензий о возмещении ущерба, предъявленных правительством Соединенных Штатов Великобритании в 1869 году в связи с торговым коммерческим рейдерством, нападениями рейдеров торгового флота Конфедерации на торговые суда Союза во время гражданской войны в США. Великобритания обещала соблюдать нейтралитет и нарушила обещание. Претензии были сосредоточены главным образом на винтовом шлюпе, парусном боевом корабле «Алабама», построенном в Великобритании для конфедеративных штатов Америки во время гражданской войны в США, который захватил более 60 трофеев, прежде чем был потоплен у берегов Франции в 1864 году в битве у Шербура. После того, как в 1872 году международный арбитраж поддержал американскую позицию, Великобритания урегулировала этот вопрос, выплатив Соединенным Штатам $15,5 миллионов, что положило конец спору и привело к заключению договора, который восстановил дружественные отношения между Великобританией и Соединенными Штатами. Этот международный арбитраж создал прецедент, и дело вызвало интерес в международном праве и повлияло на кодификацию международного права. Это дело также привело к потеплению отношений между Великобританией и США, которые начали в 1800-е годы как соперники, а закончили столетия как партнеры. Дело Алабамы является первым примером обращения к международному публичному праву. Премьер-министру Великобритании лорду Палмерстону и министру иностранных дел лорду Джону Расселу не удалось помешать Алабаме выйти в море. Посольство Соединенных Штатов в Лондоне категорически воспротивилось этому, а американский посол Великобритании Чарльз Фрэнсис Адамс заявил, что корабль направлялся в Конфедерацию, Конфедеративные Штаты Америки, где его будут использовать против Соединенных Штатов. Хотя во время строительства Алабамы считалось, что и премьер-министр, и министр иностранных дел поддерживают конфедерацию, британское общественное мнение разделилось по этому вопросу, и многие депутаты, например, Ричард Кобден, и не только, выступали против этого. Отплытие Алабамы оказалось публично опозоренным, и позже Палмерстон и Рассел были вынуждены признать, что кораблю не следовало разрешать отплытие. Правительство обратилось за советом к лорду Верховному судье сэру Александру Кокберну, который постановил, что отплытие корабля не нарушало нейтралитета Великобритании, поскольку судно не было оснащено оружием. Год спустя Великобритания задержала 2 корабля, предназначавшихся для конфедерации. В результате скандала вокруг Алабамы Палмерстон поручил британскому адмиралтейству сделать предложение о покупке этих кораблей. Они были куплены посредником месье из Парижа, который заказал их изготовление в качестве посредника для руководителей конфедерации. В 1869 году Соединенные Штаты предъявили Великобритании претензии о прямом и сопутствующем ущербе. В конкретном случае связано это с кораблем «Алабама». Соединенные Штаты утверждали, что Великобритания нарушила нейтралитет, позволив построить 5 военных кораблей, особенно корабль «Алабама», зная, что в конечном итоге он будет использоваться Конфедерацией. Сенатор от штата Массачусетс, председатель Комитета Сената США по международным отношениям Чарльз Самнер потребовал включить косвенный ущерб, в частности от действий британских блокадников. Британские блокадники сыграли ключевую роль в поддержании военных действий Конфедерации, переправив контрабандой через блокаду Союза 1000 тонн пороха, 500 000 винтовок и несколько сотен пушек Конфедерации. Такие действия, возможно, продлили гражданскую войну на 2 года и стоили еще 400 000 жизней солдат и гражданских лиц с обеих сторон. Первоначально Самнер требовал возмещения ущерба в размере $2 миллиардов или в качестве альтернативы уступки Канады Соединенным Штатам. Возникали идеи различного рода экспансии, однако Конгресс был поглощен восстановлением, и большинство американцев не проявляли особого интереса к территориальной экспансии после долгих лет гражданской войны. В 1871 году Гамильтон Фиш, государственный секретарь президента Улисса Гранта, договорился с британским представителем сэром Джоном Роузом о создании в Вашингтоне комиссии в составе 6 представителей Великобритании и 6 представителей Соединенных Штатов. В ее задачу входило урегулирование претензий, рефинансирование, другие международные споры и заключение международного
договора. 8 марта 1871 года был подписан Вашингтонский договор. Сенат ратифицировал договор 24 мая 1871 года. В соответствии с договором в Женеве состоялось заседание Международного суда. В договоре были положения, касающиеся процесса урегулирования претензий, но не включались положения о косвенном ущербе. После подписания договора Великобритания и Соединенные Штаты стали союзниками. В состав трибунала входили представители Великобритании, сэр Александр Кокберн, Соединенных Штатов, Чарльз Фрэнсис Адамс, Уильям Максвелл Эвертс в качестве адвоката, Италии Федерико Склопис, Швейцарии Якоб Штемфли, Бразилии Маркос Антонио де Араужо. Переговоры проходили в штате Мэриленд, заседание трибунала проходило в Женеве, Швейцарии, окончательная компенсация в размере 15,5 миллионов долларов была предусмотрена Вашингтонским договором и была выплачена Великобритании в 1872 году. Дело Алабамы установило принцип международного арбитража и положило начало движению, повлиявшему на кодификацию международного публичного права в надежде на поиск мирных решений в международных спорах. Арбитражное разбирательство, связанное с делом Алабамы, повлияло на Гаагскую конвенцию, Лигу наций, Международный суд и Организацию Объединенных Наций. Претензии, связанные с делом Алабамы, вдохновили швейцарского юриста и общественного деятеля Гюстава Муанье на разработку правовых механизмов для обеспечения соблюдения международных договоров.